Глава 5. Во времени Нагваля. Я взбежал на склон перед домом Дона Хенаро и увидел, что Дон Хуан и Дон Хенаро сидят на открытом участке перед дверью. Они улыбнулись мне. В их улыбках было такое тепло и простодушие, что мое тело немедленно испытало чувство тревоги. Я автоматически перешел на шаг и поздоровался с ними. «Как поживаешь?» — спросил Дон Хенаро таким участливым голосом, что все мы засмеялись. «Он в хорошей форме», — вставил Дон Хуан, прежде чем я успел что-либо сказать. «Оно и видно», — сказал Дон Хенаро. «Взгляни на этот двойной подбородок и посмотри на эти бугры окорочного жира на его ягодицах». Дон Хуан смеялся, держась за живот. «У тебя лицо стало круглым», — продолжал Дон Хенаро. «Что ты делал все это время? Ел?» Дон Хуан шутливо заверил его, что стиль моей жизни требует, чтобы я ел очень много. Самым дружеским образом они дразнили меня по поводу моей жизни, а затем Дон Хуан попросил меня подойти и сесть между ними. Солнце уже скрылось за высоким гребнем гор на западе. «Где же твоя знаменитая записная книжка?» — спросил Дон Хенаро, а когда я вытащил ее из кармана, он воскликнул «Ипи!» и выхватил ее у меня из рук. Очевидно, он очень внимательно наблюдал за мной и великолепно знал все мои привычки. Он держал блокнот обеими руками и нервно поигрывал им, как бы не зная, что с ним делать. Дважды, казалось, он был готов его выбросить, но каждый раз сдерживался. Затем он положил его на колени и притворился, что пишет в нем, как это делал я. Дон Хуан смеялся так, что чуть не задохнулся. «Что ты делал после того, как мы расстались?» — спросил Дон Хуан, когда они успокоились. «В четверг я пошел на базар», — сказал я. «Что же ты там делал? Повторял свои шаги?» Дон Хенаро повалился на спину и губами воспроизвел сухой звук, как будто ударился головой о твердую землю. Он искоса взглянул на меня и подмигнул. «Я должен был это сделать», — ответил я Дону Хуану. «И я обнаружил, что по будним дням нет прилавков, на которых продают монеты и подержанные книги». Оба они рассмеялись. Затем Дон Хуан заметил, что задавание вопросов вряд ли может открыть что-то новое. «Что же в действительности произошло, Дон Хуан?» — спросил я. «Поверь мне, что нет способа узнать это», — ответил он сухо. «В этих делах мы с тобой на равных. В данный момент мое преимущество перед тобой состоит в том, что я знаю, как пробираться к Нагвалю, а ты нет. Но как только я попадаю туда, у меня там не больше преимуществ и знаний, чем у тебя». «Но я действительно приземлился на базаре, Дон Хуан?» «Конечно. Я рассказывал тебе, что Нагваль подчиняется воину. Разве это не так, Хенаро?» «Правильно», — воскликнул Дон Хенаро громовым голосом и поднялся одним единым движением. Это произошло так, словно это голос поднял его из лежачего положения в вертикальное. Дон Хуан от смеха буквально катался по земле. Дон Хенаро с недружелюбным видом комически поклонился и попрощался. «Вы с Хенаро увидитесь завтра утром», — сказал Дон Хуан. «Сейчас ты должен сидеть здесь в полном молчании». Мы не сказали больше ни слова. Через несколько часов молчания я заснул. Я взглянул на свои часы. Было около 6 утра. Дон Хуан осмотрел могучую массу темных облаков над восточным горизонтом и заключил, что день будет сумрачным. Дон Хенаро понюхал воздух и добавил, что еще он будет жарким и безветренным. «Мы далеко пойдем?» — спросил я. «Вон к тем эвкалиптам», — ответил Дон Хенаро, указывая на то, что казалось рощей на расстоянии примерно 1 мили. Когда мы достигли деревьев, я сообразил, что это была не роща. Эвкалипты были посажены прямыми линиями для того, чтобы отметить границы поля, засаженного различными культурами. Мы прошли по краю кукурузного поля вдоль линии огромных деревьев, тонких и прямых, около 30 метров высотой, и пришли к пустому полю. Я подумал, что урожай здесь должно быть уже собран. Там были только сухие стебли и листья каких-то растений, которых я не узнал. Я нагнулся, чтобы поднять листик, но Дон Хенаро остановил меня. Он удержал мою руку с огромной силой. Я взвился от боли и только тут заметил, что он лишь едва коснулся меня пальцами. Он определенно сознавал, что именно сделал и что испытал при этом я. Быстро подняв руку, он опять коснулся пальцами моей руки.
Он повторил это еще раз и рассмеялся, как довольный ребенок, видя мою гримасу. Его горбатый нос делал его похожим на птицу. Птицу со странными длинными белыми зубами. Тихим голосом Дон Хуан сказал мне, чтобы я ничего не трогал. Я спросил его, не знает ли он, какие культуры здесь выращивались. Казалось, он собирается мне ответить, но Дон Хенаро вмешался и сказал, что это было поле червей. Дон Хуан посмотрел на меня пристально и неулыбчиво. Бессмысленный ответ Дона Хенаро, казалось, был шуткой. Я подождал какого-нибудь намека, чтобы начать смеяться, но они выжидающе смотрели на меня. «Поле гигантских червей», — сказал Дон Хенаро. «Да, то, что здесь росло, было самыми очаровательными червями, которых ты когда-либо видел». Он повернулся к Дону Хуану. Секунду они смотрели друг на друга. «Разве не так?» — спросил он. «Совершенно верно», — сказал Дон Хуан, и, повернувшись ко мне, добавил, что сегодня Хенаро держит бразды правления. Только он может сказать, что здесь что. Поэтому в точности делай все, что он говорит. Мысль, что Хенаро держит бразды правления, наполнила меня ужасом. Я повернулся к Дону Хуану, чтобы сказать ему об этом, но прежде чем я успел произнести свои слова, Дон Хенаро издал громкий пронзительный крик. Крик был настолько громким и пугающим, что я упал на спину. У меня судорогой свело шею, волосы мои взлетели вверх, как будто их вздуло ветром. Я испытал момент полной растерянности и остался бы приклеенным к месту, если бы не Дон Хуан. Он с невероятной скоростью и хладнокровием перевернул мое тело таким образом, чтобы мои глаза стали свидетелями невообразимого поступка. Дон Хенаро стоял горизонтально примерно в 100 футов над землей, на стволе эвкалипта, который находился в 50 ярдах от нас. То есть он стоял, расставив ноги примерно на метр, перпендикулярно дереву. Казалось, у него были крючки на подошвах, и с их помощью он смог обмануть гравитацию. Он стоял со скрещенными на груди руками спиной ко мне. Я смотрел на него и боялся моргнуть, из страха потерять его из виду. Я сделал быстрый подсчет и заключил, что если сумею удержать его в поле зрения, то смогу заметить намек, движение или что-нибудь еще, что поможет мне понять происходящее. Я ощутил губы Дона Хуана у своего правого уха и услышал его шепот о том, что всякая попытка найти объяснение бесполезна и идиотична. Я услышал, как он повторяет: «Втяни живот, глубже, глубже». Это была техника, которой он обучил меня несколькими годами ранее для использования ее в минуты большой опасности, страха или стресса. Она состояла в том, чтобы толкнуть диафрагму вниз, делая 4 глубоких вдоха через рот, за которыми следовали 4 вдоха и выдоха через нос. Он объяснял, что короткие резкие вдохи через рот должны ощущаться как толчки в средней части живота, и что плотно прижатые, сцепленные над пупком руки дают силу брюшному прессу и помогают контролировать короткие и глубокие вдохи. Глубокие вдохи должны были продолжаться в течение счета до 8 при толкаемой вниз диафрагме. Выдохи делались дважды через нос и дважды через рот, медленно или быстро, в зависимости от предпочтения. Я автоматически повиновался Дону Хуану. Однако я не осмеливался отвести глаза от Дона Хенаро. Пока я продолжал так дышать, мое тело расслабилось, и я мог осознать, что Дон Хуан поворачивает мои ноги. Очевидно, когда он повернул меня вокруг, моя правая нога вывернулась и была неудобно подогнута. Когда он выпрямил меня, я сообразил, что мое потрясение от вида Дона Хенаро, стоящего на стволе дерева, заставило меня забыть об этом неудобстве. Дон Хуан прошептал мне на ухо, чтобы я не смотрел на Дона Хенаро пристально. Я услышал, как он говорит: «Моргай, моргай». Несколько мгновений я не слушался. Он снова велел мне моргать. Я был убежден, что все это было как-то связано со мной как со зрителем, и если я, как единственный свидетель поступка Дона Хенаро, перестану на него смотреть, то он упадет на землю или эта сцена исчезнет. После мучительно долгого периода неподвижности Дон Хенаро повернулся на пятках на 45 градусов вправо и пошел по стволу. Его тело дрожало. Я видел, как он медленно делал один маленький шаг за другим, пока не сделал 8. Он даже обогнул ветку. Затем, все еще со скрещенными на груди руками, он сел на ствол спиной ко мне.
Его ноги болтались, как если бы он сидел на стуле, словно гравитация не имела для него никакого значения. Затем он как бы проехался на заду немного вниз. Он достиг ветки, которая была параллельна его телу, и на несколько секунд облокотился на нее. Видимо, он опирался не столько для поддержки, сколько для драматического эффекта. Затем он продолжал движение на заду, переместившись со ствола на ветку, пока не изменил своего положения и не оказался сидящим на ней в нормальном положении, как можно сидеть на ветке. Дон Хуан тихо посмеивался за моей спиной. У меня появился ужасный привкус во рту. Я хотел было оглянуться, но боялся упустить что-либо из действий Дона Хенаро. И еще с минуту Дон Хенаро сидел на ветке, болтая ногами, а затем снова скользнул вперед на ствол. Дон Хуан обеими руками взял меня за голову и стал осторожно сгибать ее влево, пока линия зрения не стала параллельной дереву, а не перпендикулярной ему, как раньше. В этой перспективе Дон Хенаро уже не нарушал законов гравитации, а просто сидел на стволе дерева. Я заметил, что если смотреть пристально и не мигать, то его фигура постепенно становится доминантной на размытом фоне. Дон Хенаро быстро спустился обратно на ветку и отжался на ней, как гимнаст на трапеции. Новая перспектива позволяла мне видеть теперь оба положения его тела, особенно сидение на стволе дерева, как одинаково возможные. В это время Дон Хуан повернул мою голову направо, пока подбородок не уткнулся в плечо. Поза Дона Хенаро опять казалась мне совершенно нормальной, но когда он в очередной раз поднялся на ствол, я не смог сделать необходимого уточнения в восприятии и увидел его в перевернутом ракурсе вверх ногами. Дон Хенаро еще несколько раз повторил свои перемещения, а Дон Хуан при этом поворачивал мою голову из стороны в сторону. В результате я полностью утратил чувство нормальной перспективы, а без нее движения Дона Хенаро были не такими пугающими. Дон Хенаро оставался на ветке долгое время. Дон Хуан выпрямил мою шею и прошептал, что Дон Хенаро сейчас спустится. Я услышал повелительные нотки в его шепоте: «Втяни живот, глубже, глубже». Я затаил дыхание, но в это мгновение тело Дона Хенаро как бы вспыхнуло в ореоле электрического свечения, затем потускнело, и он, откинувшись назад и на мгновение повиснув на коленях, мешком рухнул вниз. Пока он падал, у меня самого было ощущение падения через бесконечное пространство, какое-то болезненное и в то же время очень приятное внутреннее томление, столь интенсивное и длительное, что ноги мои подкосились, и я повалился на землю, с трудом вытянув руки, чтобы смягчить падение. Я так тяжело дышал, что мягкая земля попала в ноздри, вызывая зуд. Я попытался подняться, но мышцы не повиновались. Дон Хуан и Дон Хенаро подошли ко мне. Я отдаленно слышал их голоса и в то же время чувствовал, как они поднимают меня за руки и ноги и куда-то несут. Моя голова безвольно болталась, тело было совершенно расслабленным. Глаза были открыты, я видел землю и пучки травы, проплывавшие подо мной. Затем я ощутил холод, судорожно дернулся и закашлялся от того, что вода попала мне в рот и нос. Я инстинктивно сделал несколько плавательных движений, но нащупал дно и только тогда осознал, что стою на четвереньках в мелкой речке, куда они меня забросили. Дон Хуан и Дон Хенаро глупо смеялись. Закатав штанины, Дон Хуан подошел, заглянул мне в глаза и сказал, что я еще не готов, после чего пихнул меня обратно в воду. Мое тело не оказало никакого сопротивления. Мне совершенно не хотелось окунаться вновь, но мышцы были как чужие, и я плюхнулся в воду спиной вниз. На этот раз холод был почти нестерпимым. Я быстро вскочил и вылетел по ошибке на противоположный берег. Дон Хуан и Дон Хенаро улюлюкали и свистели, бросая камни в кусты передо мной, словно загоняли бычка. Я пересек речку обратно и уселся на камне рядом с ними. Дон Хенаро вручил мне мою одежду, и только тогда я заметил, что был наг, хотя и не помнил, когда и как раздевался. С меня стекала вода, и я не хотел одеваться мокрым. Дон Хуан повернулся к Дону Хенаро и громовым голосом сказал: «Бога ради, дай человеку полотенце». Через пару секунд и до меня самого наконец дошла вся абсурдность происходящего.
У меня было прекрасное состояние. Я чувствовал себя настолько счастливым, что даже не хотелось разговаривать. Но я был уверен, что если они заметят мою эйфорию, то снова окунут меня в воду. Дон Хенаро следил за мной. Его глаза блестели, как у дикого животного, пронизывая меня насквозь. «Прекрасно», — внезапно сказал Дон Хуан. «Теперь ты собран. Но под эвкалиптами ты индульгировал, как сукин сын». Я хотел было истерически захохотать. Слова Дона Хуана почему-то показались мне необычайно забавными, и я удержался лишь с огромным трудом. А затем что-то во мне словно подало команду. Неконтролируемое раздражение в средней части тела заставило меня снова снять одежду и погрузиться в воду. Я оставался в реке около 5 минут. Холод отрезвил меня. Когда я вышел, то снова был самим собой. «Хорошо исполнено», — сказал Дон Хуан, похлопывая меня по плечу. Они повернули меня назад, к эвкалиптам. По дороге Дон Хуан объяснил, что мой тональ был опасно уязвим, и что несообразность поступков Дона Хенаро оказалась для него слишком большим испытанием. Он сказал, что они решили было не трогать его больше и возвращаться к дому Дона Хенаро. Но поскольку я знал, что мне нужно снова забраться в речку, все изменилось. Однако он не сказал мне, что они собираются делать дальше. Мы остановились посреди поля на том самом месте, где были раньше. Дон Хуан был справа от меня, а Дон Хенаро слева. Оба они были напряжены и минут 10 стояли, подобравшись, словно чего-то ожидая. Я переводил взгляд с одного на другого, в надежде, что Дон Хуан даст мне намек относительно моих действий. И оказался прав. В какой-то момент он расслабился и пнул ногой твердые комочки земли. Не глядя на меня, он сказал: «Я думаю, нам лучше пойти». Я автоматически решил, что Дон Хенаро, должно быть, намеревался дать мне еще одну демонстрацию нагваля, но почему-то передумал. Почувствовав облегчение, я ждал еще чего-нибудь для полного подтверждения этого. Дон Хенаро тоже расслабился, а затем они оба сделали шаг вперед. Мне показалось, что на этом мы все закончили. Но как только я расслабился, Дон Хенаро опять издал свой невероятный вопль. Я начал неистово дышать. Оглянувшись, я увидел, что Дон Хенаро исчез. Дон Хуан стоял передо мной. Его тело тряслось от смеха. Он повернулся ко мне. «Прошу прощения», — сказал он шепотом, — «но другого способа нет». Я хотел спросить насчет Дона Хенаро, но почувствовал, что если не буду продолжать дышать и отжимать вниз диафрагму, то умру. Дон Хуан указал подбородком на какое-то место позади меня. Не сдвигая ног, я начал поворачивать голову через левое плечо. Но прежде чем я смог увидеть, на что он указывает, Дон Хуан прыгнул и остановил меня. Сила его прыжка и скорость, с которой он меня схватил, заставили меня потерять равновесие. Когда я падал на спину, у меня было ощущение, что я вцепился в Дона Хуана и увлекаю его за собой на землю, но когда я взглянул вверх, мои осязательные и зрительные впечатления оказались в полном несоответствии. Я увидел, что Дон Хуан стоит надо мной и смеется, хотя мое тело в этот же момент, несомненно, ощущало тяжесть другого тела, придавившего меня к земле. Дон Хуан протянул мне руку и помог подняться. На телесном уровне я ощущал, что он поднимает два тела. Он понимающе улыбнулся и прошептал, что никогда нельзя поворачиваться налево, когда смотришь на нагваль. Он сказал, что нагваль смертельно опасен и что нет необходимости увеличивать риск, который так велик. Затем он осторожно перевернул меня и обратил лицом к огромному эвкалипту. Наверное, это было самое старое дерево в округе. Его ствол был почти вдвое толще, чем у любого другого. Он указал глазами на вершину. Дон Хенаро сидел на ветке, лицом ко мне. Я видел его глаза, как два огромных зеркала, отражающих свет. Я хотел отвернуться, но Дон Хуан настаивал, чтобы я не отводил глаз. Повелительным шепотом он приказал мне моргать, не поддаваться испугу и не потакать себе. Я заметил, что если все время моргать, то глаза Дона Хенаро не кажутся такими пугающими. Взгляд его становился сводящим с ума только тогда, когда я смотрел пристально. Он сидел на корточках на ветке долгое время.
Затем, без каких-либо видимых усилий, он спрыгнул на землю и приземлился ярдах в 2 от меня, все в той же позе. Наблюдая последовательность его прыжка, я знал, что воспринял больше, чем увидел глазами. Это не был прыжок в обычном смысле. Казалось, что-то толкнуло его сзади и заставило его скользить по параболической кривой. Ветка, с которой он спрыгнул, была, пожалуй, в футах в 100 над землей, а дерево находилось в 150 футах от меня. Таким образом, его тело должно было описать параболу, чтобы приземлиться там, где оно это сделало. Но Дон Хенара преодолел это расстояние не за счет силы мышц. Его тело было сдуто с ветки на землю. В мгновение я видел подошвы его ботинок и контуры тела, описывающего параболу. Затем он мягко приземлился, хотя вес его разбил мягкие сухие комочки почвы и даже поднял немного пыли. Дон Хуан засмеялся позади меня. Дон Хенаро поднялся, как ни в чем не бывало, и потянул меня за рукав рубашки, давая знать, что мы уходим. На пути к дому Дона Хенаро никто из нас не произнес ни слова. Пару раз Дон Хуан останавливался и осматривал мои глаза. Он казался удовлетворенным. Как только мы добрались, Дон Хенаро ушел за дом. День только начинался. Дон Хуан сел на полу двери и указал на место для меня. Утомленный, я лег и выключился как свет. Проснулся я от того, что Дон Хуан тряс меня. Я хотел узнать, который час, но моих часов не было. Дон Хуан вынул их из кармана рубашки и вручил мне. Был 1 дня. Я взглянул на него. Наши глаза встретились. «Здесь не может быть никакого объяснения», — сказал он, отворачиваясь от меня. «Можно быть только свидетелем Нагваля». Я вышел на улицу и обошел дом, разыскивая Дона Хенаро. Его нигде не было. Вернувшись, я обнаружил, что Дон Хуан приготовил мне завтрак. Когда я поел, он начал говорить. «Когда имеешь дело с Нагвалем, никогда не следует смотреть на него прямо», — сказал он. «Этим утром ты смотрел на него пристально, и поэтому из тебя ушли все силы. Единственный способ смотреть на Нагваль, как на обычное явление. Следует моргать, чтобы прервать пристальный взгляд. Наши глаза — это глаза Тоналя, или точнее, наши глаза выдрессированы Тоналем. Поэтому Тональ считает их своими. Одним из источников твоего замешательства и неудобства является то, что твой Тональ не отступает от твоих глаз. В день, когда он это сделает, твой Нагваль выиграет великую битву. Твоей помехой, или лучше сказать, помехой каждого, является стремление настроить мир согласно правилам Тоналя. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с Нагвалем, мы сходим с дороги, чтобы сделать наши глаза застывшими и бескомпромиссными. Я должен взывать к той части твоего Тоналя, которая понимает эту дилемму, а ты должен сделать усилия, чтобы освободить глаза. Тут нужно убедить Тональ, что есть другие миры, которые могут проходить перед одними и теми же окнами. Нагваль показал тебе это сегодня утром, поэтому отпусти свои глаза на свободу. Пусть они будут настоящими окнами. Глаза могут быть окнами, чтобы заглядывать в хаос или смотреть в эту бесконечность. Дон Хуан сделал метущее движение левой рукой, показывая на все окружающее. Глаза у него блестели, улыбка была одновременно и пугающей, и обезоруживающей. «Как я могу это сделать?» — спросил я. «Скажу тебе, что это очень просто. Может быть, я говорю так потому, что давно уже делаю это сам. Нужно только установить намерение как таможню. Когда находишься в мире Тоналя, ты должен быть безупречным Тоналем. Никакого времени для иррациональной ерунды. Но в мире Нагваля ты также должен быть безупречен. Никакого времени для разумной ерунды. Для воина намерение — это дверь в промежуточное положение. Она полностью закрывается за ним, когда он выходит на тот или иной путь. Второе, что тебе следует делать при встрече с Нагвалем, время от времени менять направление взгляда, чтобы Нагваль не околдовал тебя. Смена положения глаз всегда облегчает ношу Тоналя. Сегодня утром я заметил, что ты был исключительно уязвим, и поэтому изменил положение твоей головы.
В подобных случаях ты должен научиться делать это самостоятельно, но только для передышки, а не для того, чтобы снова оградить себя, сохранив распорядок тоналя. Я могу дать честное слово, что ты попытаешься использовать эту технику, чтобы спрятать за ней рациональность своего тоналя, считая при этом, что спасаешь его от уничтожения. Но дело в том, что никто не собирается уничтожать рациональность тоналя, так что твой страх совсем не обоснован. Больше мне нечего сказать тебе, кроме того, что ты должен наблюдать за каждым движением Хинару, не истощая себя. Сейчас ты проверяешь, загружен ли твой тональ несущественными деталями. Если на твоем острове слишком много ненужных вещей, то ты не сможешь выстоять во время встречи с Нагвалем. Что же тогда со мной случится? Ты можешь умереть. Никто не способен выжить в намеренной встрече с Нагвалем без длительной тренировки. Требуются годы, чтобы подготовить тональ к такой встрече. Сталкиваясь лицом к лицу с Нагвалем, обычный человек обычно умирает от шока. Цель тренировки воина не в обучении каким-то злым чарам, а в том, чтобы научить тональ не отвлекаться на ерунду. Это очень трудное достижение. Воин должен стать безупречным и совершенно пустым, иначе о встрече с Нагвалем лучше и не думать. Возьмем твой случай. Тебе следует перестать рассчитывать. То, что ты делал этим утром, было абсурдом. Ты называешь это объяснениями. Я называю это бесплодной и назойливой настойчивостью тоналя удерживать все под своим контролем. Когда ему это не удается, наступает момент замешательства. И тогда тональ открывается своей смерти. Что за самодовольный глупец? Он скорее готов убить самого себя, чем уступить контроль. И, тем не менее, мы можем сделать очень немногое, чтобы изменить такое положение вещей. А ты сам как отменяешь, Дон Хуан? Остров тоналя должен быть тщательно выметен и содержаться в чистоте. Это единственная альтернатива, которая есть у воина. Чистый остров не оказывает сопротивления, ему нечем сопротивляться. Он прошелся по двору и уселся на большой гладкий камень. Оттуда можно было заглянуть в глубокий овраг. Он сделал мне знак сесть рядом. «Не можешь ли ты сказать мне, Дон Хуан, что мы еще собираемся делать сегодня?» — спросил я. «Мы ничего не собираемся делать. То есть мы с тобой будем только свидетелями, твой бенефактор Хинару». Я подумал, что чего-то не понял из-за своего поспешного записывания. На начальных ступенях моего ученичества Дон Хуан ввел термин «бенефактор». Мне всегда казалось, что сам он и был моим бенефактором. Дон Хуан молча смотрел на меня. Я сделал быструю прикидку и заключил, что Дон Хинара является для меня чем-то вроде звезды-исполнителя для таких случаев. Дон Хуан усмехнулся, как бы читая мои мысли. «Хинаро — твой бенефактор», — повторил он. «Но ты разве не ты?» — спросил я отчаянным голосом. «Я тот, кто помогает тебе подмести твой остров тональ», — сказал он. «У Хинара есть два ученика — Паблито и Нестор. Им он помогает подметать остров, но показывать им Нагваль буду я. Я буду их бенефактором. Хинаро только их учитель. В этих делах можно или говорить, или действовать. Нельзя делать и то, и другое с одним и тем же человеком. Берешь или остров тональ, или Нагваль. В случае с тобой я должен работать с твоим тоналем». По мере того, как Дон Хуан это говорил, я почувствовал такой ужас, что мне чуть не стало плохо. Я боялся, что он собирается оставить меня с Доном Хинаро, а для меня ничего не могло быть хуже этого. Дон Хуан смеялся до слез, когда я высказал ему свои страхи. «То же самое происходит и с Паблито», — сказал он. «Ему становится плохо от одного взгляда на меня. Однажды он пришел в отсутствие Хинаро, в доме был только я один, и когда Паблито увидел у двери мое сомбреро, то его тональ был настолько испуган, что он попросту наложил штаны». Я легко мог понять чувство Паблито. При более тщательном рассмотрении я вынужден был признать, что Дон Хуан может быть устрашающим. Я научился, однако, чувствовать себя с ним удобно. В его присутствии я испытывал чувство близости, рожденной нашей долгой с ним связью. «Я не собираюсь оставлять тебя с Хинаро», — сказал он, все еще смеясь.
Я тот, кто заботится о твоем тонале. Без него ты мертв. «У каждого ли ученика есть и учитель, и бенефактор?» — спросил я, чтобы унять свое беспокойство. «Нет, лишь у некоторых». «Почему только у некоторых?» «Когда обычный человек готов, сила предоставляет ему учителя, и он становится учеником. Когда ученик готов, сила предоставляет ему бенефактора, и он становится магом». Что значит быть готовым к тому, чтобы сила предоставила бенефактора? Никто не знает этого. Мы только люди. Некоторые из нас люди, научившиеся видеть и использовать Нагваль, но никакие наши достижения не помогут раскрыть нам планов силы. Поэтому не у каждого ученика есть бенефактор. Сила решает все. Я спросил его, был ли у него самого и учитель, и бенефактор, и впервые за 13 лет он открыто заговорил о них. Он сказал, что как его учитель, так и его бенефактор были из Центральной Мексики. Я всегда считал, что любая информация о Доне Хуане будет ценной для моих антропологических исследований, но в момент его откровения это как-то уже не имело особого значения. Дон Хуан взглянул на меня, как мне показалось, участливо. Затем он резко сменил тему и попросил подробно рассказать ему о моих утренних переживаниях. «Внезапный испуг всегда сжимает тональ», — сказал он, комментируя мое описание того, что я ощутил от вопля Дона Хинаро. «Проблема здесь в том, чтобы не позволить тоналю сжаться совсем в ничто. Серьезный вопрос для воина — знать в точности, когда позволить своему тоналю сжаться, а когда остановить его. Это великое искусство. Воин должен бороться как демон для того, чтобы сжать свой тональ. Но в тот самый момент, когда его тональ сжимается, воин должен повернуть всю эту битву и направить ее на прекращение сжатия. Но делая это, разве он не возвращается назад к первоначальному состоянию, спросил я. Нет. После того, как тональ сжимается, воин закрывает ворота с другой стороны. До тех пор, пока его тональ не под угрозой, воин с безопасной стороны ограды. Он на знакомой почве и знает все законы. Но когда тональ сжимается, он на ветреной стороне. И это отверстие должно быть накрепко закрыто немедленно, иначе он будет унесен прочь. И это не просто способ говорить. За воротами тоналя бушует ветер. Я имею в виду реальный ветер. Ветер, который может унести твою жизнь. Это не метафора. Фактически это тот ветер, который несет все живые существа на Земле. Несколько лет назад я познакомил тебя с этим ветром. Однако ты воспринял это как шутку. Он напомнил о том времени, когда он взял меня в горы и объяснил мне некоторые особенности ветра. Однако я никогда не думал, что это была шутка. «Не имеет значения, воспринял ты это всерьез или нет», — сказал он, выслушав мои протесты. «Как закон, тональ должен защищать себя любой ценой, всякий раз, когда ему угрожают. Не имеет никакого значения, как именно реагирует тональ, защищая себя. Тем не менее важно, чтобы тональ был знаком со всеми возможными альтернативами. Поэтому учитель направляет свои усилия на то, чтобы развить вес этих возможностей. Именно вес новых возможностей помогает сжать тональ, как и остановить его, чтобы он не сжался совсем в ничто. Он сделал мне знак продолжить пересказ утренних событий и прервал меня, когда я подошел к тому, как Дон Хинаро скользил взад и вперед между стволом дерева и веткой. «Нагваль может выполнять необычные вещи», — сказал он. «Вещи, которые кажутся невозможными, немыслимыми для тоналя. Но, что удивительнее всего, человек, который их выполняет, не знает, как он это делает. Иными словами, Хинаро не знает, как он делает эти вещи. Он знает только, что делает их. Секрет мага в том, что он знает, как добраться до Нагваля, но когда он туда попадет, то его догадки относительно происходящего там ничуть не лучше твоих собственных. Но что чувствуешь, когда делаешь все это? Чувствуешь, как будто что-то делаешь. Чувствует ли Дон Хинаро, что он ходит по стволу дерева? Дон Хуан секунду смотрел на меня, а затем отвернулся. «Нет», — сказал он громким шепотом,
не в том смысле, как ты это понимаешь». Больше он ничего не сказал. Я буквально затаил дыхание, ожидая его объяснений. Наконец я спросил: «Что же он чувствует?» «Я не могу сказать тебе, и не потому, что это его личное дело, а потому что нет способа описать это». «Ну, пожалуйста», — уговаривал я его, — «нет ничего такого, чего нельзя было бы объяснить словами. Я уверен, что даже если и невозможно описать что-нибудь прямо, то всегда можно хоть как-то намекнуть на это». Дон Хуан рассмеялся. Его смех был дружеским и добрым. Однако в нем был оттенок насмешки и какой-то явный подвох. «Я должен сменить тему», — сказал он. «Удовлетворись тем, что Нагваль был утром нацелен на тебя. Что бы Хинара ни делал, это была смесь его и тебя. Его Нагваль был оттенен твоим тоналем». Я продолжил свои попытки. «Когда ты показываешь свой Нагваль Паблито, что ты чувствуешь?» «Я не могу тебе этого объяснить», — сказал он тихо. «И не потому, что не хочу, просто мой тональ здесь останавливается». Я не хотел больше нажимать на него. Некоторое время мы молчали, а затем он снова заговорил. «Можно сказать, что воин учится настраивать свою волю, направлять ее с точностью иголки, фокусировать ее где захочет. Как если бы его воля, которая выходит из средней части тела, была единственным светящимся волокном, нитью, которую он может направить в любое вообразимое место. Эта нить — дорога к Нагвалю. Можно сказать также, что воин погружается в Нагваль с помощью этой единственной нити. Как только он погрузился, способ выражения Нагваля — дело его личного темперамента. Если воин забавен, то его Нагваль забавен. Если он мрачен, то его Нагваль мрачен. Если он зол, его Нагваль зол. Хинаро всегда смешит меня до упаду, потому что он одно из самых приятных живых существ. Я никогда не знаю, с чем он приходит. Для меня это абсолютная сущность магии. Хинаро такой подвижный воин, что малейшее фокусирование его воли заставляет его Нагваль действовать невероятным образом. А сам ты видел, что именно делал Дон Хинаро? Нет, я просто видел, что его Нагваль находится на деревьях. То есть ты хочешь сказать, что, как и в случае с базаром, тебя со мной не было? Похоже на это. Когда встречаешься с Нагвалем, то всегда остаешься с ним один на один. Я был поблизости, но только для того, чтобы защитить твой тональ. Это моя обязанность. Дон Хуан сказал, что мой тональ едва не разлетелся на куски, когда Дон Хинаро спустился с дерева. Это произошло не потому, что Нагваль сам по себе опасен, а потому что мой тональ индульгировал в своем замешательстве. Он сказал, что воин должен устранять замешательство тоналя, пока не станет настолько текучим, что может принять все, не принимая ничего. Когда я описал прыжки Дона Хинаро на дерево и обратно, Дон Хуан сказал, что крик воина является одним из важнейших моментов магии, и что Дон Хинаро, фокусируя свой крик, использует его как движущую силу. «Ты прав», — сказал он. Хинаро взлетел, частично притянутый своим криком и частично деревом. С твоей стороны это было настоящим видением подлинной картины Нагваля. Воля Хинаро сфокусировалась в этом крике, а его личное прикосновение заставило дерево притянуть Нагваль. Линии протянулись в обе стороны, от Хинаро к дереву и от дерева к Хинаро. Когда Хинаро спрыгнул с дерева, ты должен был увидеть, что вначале он сфокусировался на участке земли перед тобой, а потом дерево толкнуло его. Но толчок этот был лишь кажущимся. В сущности, это было больше похоже на освобождение от дерева. Дерево отпустило Нагваль, и он вернулся обратно в мир тоналя, на то место, где он сфокусировался. Когда Хинаро спустился с дерева во второй раз, твой тональ был уже не настолько потрясен. Ты индульгировал меньше, и поэтому не потерял столько энергии, как в первый раз. Около 4 часов дня Дон Хуан прервал нашу беседу. «Мы идем назад к эвкалиптам. Нагваль ждет нас там», — сказал он. «Не рискуем ли мы, что нас увидят люди,
— спросил я. «Нет, Нагваль все держит под контролем», — ответил он.